Всем привет, дамы и господа, вы на канале GM Time, и наконец-то свершилось супер-мега интересное пособие о том, как правильно смотреть демки. Все-таки раз и навсегда давайте с вами проясним этот момент. Для чего мы смотрим? Мы смотрим для того, чтобы поднять свой индивидуальный скилл в плане и индивидуальной игры, в плане микро, то, как ты как игрок, на понимание макро, то, как ты как команда, что ты делаешь для этого. Это два таких направления. Мы с вами пойдем по пути индивидуального развития, поэтому будем смотреть на разных игроков, на одних и тех же ролях за одну и ту же сторону и посмотрим их разницу. У нас сегодня будут три игрока: Бит, Аксель и GKS. Три крутых опорника, и на примере их игры мы с вами рассмотрим. Итак, прежде чем мы начнем сам просмотр, давайте я скажу основные вещи, на которые стоит обращать внимание. Первое — это таймер. Какие решения по таймеру игрок делает и почему он их делает. Второе — какой счет. Например, эта половина, которую мы сейчас будем смотреть, 8-7 в пользу FaZe Clan. И будет выигран пистик, не будет выигран пистик, это тоже очень важно. Третье — микра. Оффенглы, crosshair placement, где как убивает по пуле, не по пуле, зажимает, не зажимает, садится, не садится. То есть это третий пункт микра. Четвертый пункт — это командное взаимодействие. Как он ассистит, где он перемещается, что он делает. Они не дали поставить бомбу тером, у них по 2000. Что будет делать Бит на его позиции? Да, Ancient Art. Он закупил МПшку, пошел сразу в донат, стоит, слушает. Вот у него сейчас в голове мысли. Первый таймер. Зафорсили, не зафорсили. Это у нас отсылает к таймеру. То есть счет, понятно, 8-8. Непонятно там, это важнейший раунд. После пистолетка был самым важным раундом, наверное, на половине. Ну, в начале половины. Сейчас уже он не понимает эко-антиэко. И начинает играть с классического донат принятия. Послушал, ушел. Вот такой смог, соответственно, у нас спот. Понимает, что эко. Ну и все. Цель видеоролика не показать вам, да, какие-то микрофишки его, а понять, почему и что он делает. Потому что это самое главное. Да, вы можете смотреть 1000 игр и 1000 фишек знать, но самое важное в CS — это применять их вовремя. И то есть сейчас у нас раунд очень важный для Нави. Даже речи не идет о том, чтобы играть дефолт. Они играют мид-драку, размен 4 в 5. Он понимает, что у соперников есть сейчас контроль мидла, сейчас будет контроль доната, какой-то раунд, первый фраг. Понимает один Керриган, важная дуэль, Элик ему сейчас убьет. И все, и только... Ой, броки ставят. Ну, блин, это жестко было. А ну, смог на бомбу надо дать и дефать. И опять в голову попал. То есть пока он начинает через мидл, на даже не ходит, что-то там ассистит в миде, возвращается на контроль с диагонали. Вот такой энгл, да, соответственно. Это мы уже отсылка к микре. 10-10, 3 в 2, мид игра. Ну что-то он слишком плотно сносит. Почему у него 13 фрагов всего с его стрельбой? А ну. Если он опять так снесет с двух. Ну блин, не с двух, но да. Клатч 2 в 1. Ну это камбэк. Камбэк в игру. 6 фрагов за 3 раунда. Вот. Вот теперь 10-11. У команды Нави есть, ну, запас неких денег. Он может сыграть какую-то свою базу с калашом, что немаловажно, да. Он встает с калашом на спот блок, соответственно, и не встает в угол, не встает вот так, а именно пикается. С калаша он любой А-хит просто уничтожит, потому что А — это бит, попадет в хедшот, Б — у него калаш. Ему даже ничего говорить не надо, просто стоит на этом споте на урон, стяжка там Б раунд. Ретейк 3-2. Ну, мы обращаем внимание на вот эти все мелочи, то есть он реализует свой молик на ретейке на эншенте. На светлую, да, то есть сюда, чтобы они выбежали в смог. И сейчас клатч 1 в 1. Роб может быть люрком. Бомба ставится. 1 в 1 роб. Ну, без шансов. Мало кто из вас обратит на это внимание, но, ребята, он стоит здесь и потом резко понимает, что-то не хочу стоять здесь. Что-то давай-ка я уйду отсюда. Не хочу, я тут один, не буду-ка я им отдавать темку. А знаете, с чем это связано? Это связано с тем, что мид ничего нет. В этой зоне тишина. И значит, если в миде ничего нет, под Б ничего нет, значит это А раунд. Если бы он сейчас умер на блоке, он бы отдал М-ку
Ну, как он и отдал ее в итоге, не ушел в ретейк. Но он бы отдал ее вот здесь. И тогда бы у Теров было преимущество. А так он чуть задилейл и чуть по стрельбе не пошло, а так инфу он обработал. Во, ну вот это важный раунд. У него калаш. Неужели он опять пойдет туда? Ну да, пацаны, он идет опять туда. Когда у него калаш, он любит занимать этот спот. Вот такой вывод я делаю, когда я смотрю игру. И потом на какой-нибудь фейсите я сам попробую здесь поиграть. Теперь, куда он ставит прицел, и вот видите, как он чуть-чуть АД, в тайминг пикает дальнего игрока. Ну это он, получается, пикает, наверное, туда распикивая еще. И постоянно на АД, постоянно на АД. Вот игрок бежит, инста вырубил. Ну, тут, конечно, мог чуть пожить, но... Теперь посмотрим, что сделают G2. Тут у нас игра насыщенная. Тут у него геймплей, он там скидывает сразу смог, соответственно. Он старается заткнуть в первый тайминг. Минута 24. Уходит в донат, и с него уже контролят выходы. Ну, тут тером тяжело выходить, соответственно, левое плечо. Поэтому тут всегда свой фраг один можно. Мидл. Дает молик. Пропрыгивает и возвращается. Дал флеш. Стоит на смоке. От хита. Ой, ну вот это то же самое. Но там бит, конечно, просто снес. Тут у нас GKS решил заткнуть. Первый убил. А также один в один с Керриганом. Но Элика нет, который в мид поможет убить. Ну все, он тут переиграл. Хедшот. Ну, убита, конечно, посолиднее, фраги были, но какая разница, минус 3 и это минус 3. Молик. В донат ушел. Так, это ему Моноси. Это у него взаимодействие со снайпером. То есть он отвечает за мид, Моноси берет темку, стоит на стрейфе, не дает игрокам пройти мидл. Какой-то Б там раунд, что-то там. Приходит, опа, это у нас смог получается. Встает в упор к правой стенке. И вот такой смог-зиг. То есть по тишине в миде он понял, что мид никого нет. Решил дать смог и, соответственно, распикает и займет мидл в соло. На минута 20, пока Б тишина, на миде ничего не скинули, это хорошее решение. И вот такую хае еще кидает с мидла. Опа, это у нас в Моносе они пошли. То есть, соответственно, вот это вот то, про что я говорил. Что бит с симплом, что тут такие. Но тут они чуть по-другому делают. То есть, тут Нави стояли весь раунд, а G2 он скинул молик хае, чтобы сблизиться. И потом уже хотел пройти и встать на энгл этот. Антифорс, смог, стоит, контролит. Начальный тайминг сделает, чтобы никакого хита не было. У Нави там Элик проверял мидл, за счет этого бит понимал, будет у него кто-то, не будет. Тут на Фейзы кидают фейк. Он понимает, что там только один. Все, говорит, чисто. Понимает, что мид занят на 50 секунде. И эти классические фраги. Классические фраги опорника. Так, тут МПшка. Также встал. Ой, рапса убил. И остался. Фейканул топот, да? Не часто это увидишь. Этот игрок говорит, что он топнул. Скорее всего, не будут ожидать. Не будут ожидать. Не должны ожидать. Не, Броки ожидает. Броки ожидает. Походу не понял, что был топот. Ну и самое вкусное напоследок, это у нас Face Cloud9. Недавняя игра. Прям горяченькая. Давайте посмотрим, что там было интересного. Что Аксель. Вот я, честно, думаю, что Аксель нам продемонстрирует гораздо более взвешенную и мужскую солидную игру. Потому что то, что я увидел, это достаточно простые геймплеи. Но опять же, биту не позволяло ничего сделать счет. Игра была close. У GKS другая ситуация. Первая была в равных условиях, раунд за раунд кто-то ведет. Вторая игра без шансов, начали за КТ, добрали все 10 раундов. Тут у нас игра в дефиците, ошибаться нельзя. И еще без пистолетки. Худший сценарий, который может быть. Худший сценарий. Так, у нас тут мид-драка. Играя на 12-5, третью карту, проигрываешь, у тебя там байраунд без моликов, ты себе не можешь позволить
играть просто дефолт встать, потому что команда соперника имеет гранаты, преимущество, она тебя просто там закидает, ты ничего сделать не можешь, особенно если ты отдашь мидл на этой карте. Сразу идет в мидл, ассистит флешками, на фане там что-то разменял, 3 в 4, но все-таки он мидл перебил. Ну, это, кстати, было достаточно интересно, то, как он тут двигался. Знаете почему? Потому что обычно... Я хочу со стороны посмотреть, да, то есть на микру тоже надо обращать внимание. То есть он тут двигается на подъеме, вот этом. GKS, например, сидел, а он вот здесь просто двигается, стоя, и стреляет по пульке. То есть на этот подъемчик, он не пускает. Это я уже называю чем-то интересным. GKS, например, просто там садился на жопу и смотрел. Аксель уже работает с поверхностью. Чуть рандомит, 10 секунд. Ну, жесткие фраги. То есть, особенно, когда тут поверхность Керригана, попасть в хедшот достаточно тяжело. Игра обещает быть интересным, у него есть калаш. 12-6. Сейчас это ключевой раунд в этой игре. Потому что если Cloud9 цепляются за этот раунд, то Next Echo 12-8, у Cloud9 есть экономика, и Аксель уже может себе позволить гораздо больше. Итак, у него есть калаш, неужели он встанет на буст? Неужели он это сделает? Да, он встает на буст, очевидно же. На основе 3 демок мы понимаем с вами, что один из самых ключевых спотов на эншоте это буст. Особенно если у тебя есть калаш, там можно делать мультикиллы. И все 3 игрока лучшие в мире на этих спотах это делают. И даже вот он зафейлил с прыжком, и, наверное, это спасло фейзов. Если бы он запрыгнул, он бы снес минимум 2. Минимум. Они бы выиграли эту игру, зацепили за раунд, но он не запрыгнул, просто пикнул и его просто разменяли. Какой я вывод делаю? Вне зависимости от счета, таймера, ну, может быть, экономики соперника, да, то есть, когда бит съехал, когда там у соперников были теки, он там не стал стоять. Этот спот крутой на основе этого. А следующий этап, как там стоять? То есть микро. У разных игроков разные микро. Кто-то там вот так, да, как если у тебя МПшка, ты так стоишь. Если у тебя калаш, ты нагло пикаешь. Если у GKS была МК, он пикал как-то на полусреднем. Вот такая эта игра КС. Был один маленький шансик зацепиться. Чуть не повезло, и ты отдаешь игру. До этого играл 2 карты, мог не ошибаться. Эту игру он достаточно солидно играл. Чуть-чуть не сделал как надо, и вот к чему это привело. Вот его мув интересный. Ну тут уже 13-6, там размены Б, запушил темку, ну, anyway, прикольно. Кидаешь смуг, заходишь в него. Все, драка мидла, опять же, тот же самый сценарий. Все равно шансы на победу есть, надо только что-то сделать с мидлом. И вот это мы и делаем с мидлом. Можно еще повоевать. Ну все, мид он занял, контролит. Калаш забрал. Тут драка мидла. Решил повторить. О, нифига, фейзы какой-то смог выкатили. Ой-ой-ой. Ну, минус 2. Next раунд. Мидл опять. Смог. Флэш. Неужели один и тот же сценарий? Ой, такая хая. Интересный геймплей у игрока. У опорника. Там Шира стоит, да, соответственно. Шира пошел распикивать мидл. Ну и классика. Приемка аплента отсюда. Тут тоже, соответственно, поверхность. Видите, какая? И он именно на ней стоит. Он стоит от флешки, да? То есть чел ворвется под флешку, он заткнул смоком, либо его заткнули. Темка идут. Ну как так? Вот прям. Если не он с первой, то его с первой. Ну и все, раунд проигран. Как так, да, получается? Что это такое было? Ну это с вами... Это, ребят, КС. Ему прям чуть-чуть не повезло, и игра в итоге 16-9. Все могло быть по-другому. Надеюсь, что я хоть как-то смог объяснить вам, на что стоит обращать внимание и как. Я не стал расписывать и обращать внимание на всю микру. Я это делаю в своих других видосах. Я прям начинаю обсасывать каждый стрейф с разных ракурсов, пытаюсь понять, почему и как. В этом видосе я решил сделать фокус на важность раундов, таймер, какие решения человек принимает и почему он их принимает, основываясь на вот этих самых важных и ключевых вещах в этой игре. В нужный момент нужное действие. Надеюсь, что вам понравилось. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.